Если вы когда-либо пытались испечь что-то по рецепту с красивой фотографией и кучей лайков, но в итоге получили кирпич вместо хлеба, объем и внешний вид не соответствовали тому, что изображено на фотографии. Сегодня мы поговорим не просто об ошибках, мы поговорим о том, почему даже самые простые рецепты не срабатывают у начинающих пекарей. И главное, что с этим делать, чтобы ваша выпечка начала получаться с первого раза. У каждого новичка в голове сидит одна очень вредная мысль. Звучит она так: если я точно повторю рецепт, получится как на картинке. И это главная ловушка, потому что рецепты не учитывают, какой печи вы будете печь, сколько градусов на самом деле в вашей печи, сколько влаги в муке, температурные режимы в вашем оборудовании, даже насколько тепло в комнате, когда вы замешиваете тесто, а также рецептуры не учитывают качество самой муки. Вы можете грамм в грамм все повторить и все равно получите другой результат, потому что вы не понимаете, что именно происходит внутри теста. А именно это и важно. Не точные граммы, а в первую очередь понимание процесса. Как клейковина влияет на структуру, как от влаги зависит хруст и мягкость, как от температуры и времени выпечки зависит, какой результат вы получите. И вот сегодня мы шаг за шагом разберем основные ошибки, которые мешают вам получить отличный результат. А в конце одну простую идею, которую полностью меняет подход к выпечке. Только логика и немного практики. Ошибка номер 1. Мука не просто белый порошок. Первая и, пожалуй, самая частая ошибка начинающих пекарей: они думают, что мука это просто наполнитель. Что мука и мука, белая, сыпучая, берем сколько по рецепту и все будет нормально. Нет. Мука – это в первую очередь фундамент. Если вы выбрали не ту муку, все просто развалится. Что является самым важным? Во-первых, мука бывает с разным содержанием белка. Это прямо влияет на то, сколько клейковины образуется в тесте. Больше белка, тесто будет более плотнее и упруже. Меньше белка, оно будет рассыпчатым. Важно понимать, что в муке важно не только содержание белка, то есть его количество, но также и его качество и его основные характеристики. Белок может быть с разной газоудерживающей способностью. От этого в первую очередь зависит объем. Вот почему, например, из муки для хлеба не получаются воздушные кексы, а из муки для бисквита не испечь багет. Во-вторых, мука впитывает влагу, и она делает это по-разному. Один и тот же рецепт на разной муке может дать разную консистенцию теста. Одно будет жидким, другое слишком плотным. Конечно, на консистенцию теста влияет еще и правильный замес. А вы уже думаете: я что-то не так сделал. Нет, вы просто не подстроились под ту муку, которую используете. Никогда не используйте всю воду, которую вы рассчитали в замес. Добавляйте ее частями и ориентируйтесь не на цифры, а на структуру самого теста. Обычно это выглядит так. Добавляем 70% от общей массы воды, затем смотрим консистенцию и постепенно добавляем оставшуюся воду. Важно понимать, что если рецептуру вы рассчитали верно, то вода вся уйдет полностью. Конечно, могут быть нюансы, особенно на больших объемах замеса. То есть чем больше вы замешиваете вес теста, тем большая разница в воде у вас будет. И еще. Всегда просеивайте муку. Это не только про воздух, но и про удаление лишних примесей. Ошибка номер 2. Все сгорело или не пропеклось, это виновата печь. Вот скажите честно, вы хоть раз винили печь в том, что не получился отличный результат? Ну, у меня просто старая печь, поэтому ничего не получается. Или наоборот, у меня классная новая печь, и она сама все знает. Так вот, это вторая большая ошибка начинающих пекарей. Ни одна духовка, даже самая навороченная, не печет ровно 180 градусов, когда ты ставишь режим 180. В ней может быть и 165, а может быть и 200. Может быть так, что верх уже горит, а низ еще не пропечен. Почему? Потому что заводские настройки – это ориентир, а не точность. И в первую очередь, конечно, температура в печи зависит от точности термостата, который установлен в самой печи. Сколько точек замеряется температуры в печи, то есть может быть установлен одна точка замера, например, возле открытия двери. А может быть несколько и выводиться средняя. И вот от этой точности зависит то, насколько будет правильная температура, которую вы выставили внутри самой печной камеры. А выпечка это в первую очередь химия. Там 10 градусов вверх или вниз. Это уже разный результат, разный подъем и как следствие разный даже объем может быть.
Потому что вы не знаете, сколько у вас реально градусов в духовке. Даже профессиональные печи иногда бывают существенно разнятся по температуре внутри печной камеры. Поэтому под каждую печь нужно адаптировать технологию производства. Самое простое решение — это вы покупаете термометр, ставите внутрь печи и смотрите, сколько реально температура в вашей печи. И уже от этого ориентируйтесь на время выпечки, а также температуру посадки. И еще один из самых важных моментов — это разогрев. Ваша печь должна прогреться полностью. И температура посадки как минимум на 15-20 градусов выше, чем температура выпечки. То есть, если вы планируете, что ваш хлеб будет на начальном этапе выпекаться при 200 градусах, то температуру, которую вы поставите в печи, это будет 220. Потому что пока вы загрузите в печь весь объем хлеба, пока надрежете и так далее, проходит какое-то время, и печь остывает. Поэтому, чтобы она остыла до нужной температуры, то есть до той температуры, в которой вы уже сможете правильно поместить тестовые заготовки, важно нагревать печь всегда больше. Конечно, это в меньшей степени относится к подовым печам, потому что подовые печи теряют температуру медленнее. И то, даже когда вы сажаете хлеб в подовую печь, если это несколько изделий, вы должны посадить одну тестовую заготовку, возможно, закрыть, если вы одновременно все тестовые заготовки не посадили, потом опять открыть, опять посадить следующую тестовую заготовку и так далее. Потому что тоже температура все-таки может теряться. Это стоит учитывать при посадке изделий в печь. Ошибка номер 3. Тесто как пластилин. Вроде нормальная. Третья ошибка, она прям одна из самых массовых. Неправильный замес теста. Сколько раз вы видели в рецепте фразу «замешиваем до однородности»? Вот что такое однородность, что такое мягкое, эластичное или липкое, как правило, никто не объясняет. И это и есть момент, где вся технология разрушается. В муке есть белки. При замесе они соединяются и образуют глютеновую сетку. Это как пружинистая решетка, которая потом удерживает пузырьки углекислого газа и влагу. Вот если вы замесили тесто плохо, сетка полностью не сформировалась. Тесто, как правило, будет рваться, хлеб не поднимается. Внутри, соответственно, тестовая заготовка будет сырой. Снаружи уже будет плотная корка. И чаще всего такой хлеб иногда получается. Важно, замес является технологическим процессом, которому стоит уделять особое внимание. Неважно, как вы осуществляете замес, в ручном формате или с использованием специализированного оборудования. Клейковина должна быть образована полностью. Важно помнить, что тесто можно не домесить, а можно и перемесить. И то неправильно. В первом случае тестовая заготовка не будет иметь достаточный объем. Во втором случае тоже будет технологический брак. И, как правило, он связан с объемом и формоустойчивостью. Потому что, когда тесто перемешанное, на более высоких температурах уже происходит разжижение самого теста. И, как следствие, формоустойчивость такой тестовой заготовки будет существенно более худшая. Это первое. Второе. Такое тесто будет проходить технологический процесс за существенно меньший промежуток времени. И как следствие вы не получите нужный результат. Как же понять, что замес правильный? В первую очередь, после правильного замеса вы можете растянуть тесто и сделать достаточно тонкое глютеновое окно. Конечно, оно зависит не только от замеса, но и от качества муки, а также в первую очередь от качества и количества белка в самой муке. Если тесто ваше тянется в полупрозрачную пленку, то глютен сформировался. Его можно уже переводить на следующую технологическую стадию. Если рвется, то здесь два варианта. Либо неправильный замес и недостаточный замес, либо недостаточное количество белка в муке, и этот белок не приспособлен для дрожжевого теста. Также я рекомендую засекать время для каждой рецептуры и каждого сорта муки. Это в первую очередь вам поможет ориентироваться в будущем. То есть вы зафиксируете время, и как следствие примерно вы будете понимать, что за вот этот промежуток времени ваше тесто скорее всего будет готово и будет достигнута нужная температура. Поэтому замерять температуру теста в конце замеса — это является одним из самых важных моментов при соблюдении технологии производства. О том, какие температуры при замесе, мы поговорим чуть позже. Ошибка номер 4. Недостаточная влажность и недостаточно пара
при посадке изделий в печь. Вы правильно замесили тесто, весь процесс прошел брожение верно, вы добавляли обминки, и весь технологический процесс получил достойный результат. На этапе выпечки вы можете поместить тестовую заготовку в печь и тоже получить неудовлетворительный результат. В первую очередь это зависит от количества пара в самой печной камере. То есть при посадке хлеба в печь важно делать пароувлажнение. Пароувлажнение является критическим моментом, который помогает хлебу равномерно увеличиваться и получать достаточно тонкую хрустящую корку. Если в печной камере не будет достаточно пара, то ваша тестовая заготовка не сможет увеличиваться. Она порвется в том месте, где будет наиболее слабая корка, и как следствие получится деформированная тестовая заготовка. Даже если вы надрежете тестовую заготовку и пара у вас не будет, то объем тестовой заготовки будет недостаточным. И как следствие внешний вид будет ужасным. Ошибка номер 5. Я не могу дождаться, нужно срочно разрезать. Признайтесь, вы хоть раз открывали духовку раньше времени? Или что еще хуже, разрезали готовое изделие сразу после выпечки? И что же вы получали? Сырой, липкий, недопеченный внутренний слой. Выпечка – это не только тепло, но и время на отдых и стабилизацию. Когда вы достаете горячий хлеб из печи, пар еще циркулирует. Само уже готовое тесто еще дозревает. Структура становится плотнее и устойчивее. Соответственно, если разрезать слишком рано, сам хлеб уже будет неправильного внешнего вида, его объем будет меньше, и понятно, где вы разрезали, получатся замины. Как минимум, для того, чтобы правильно сформировался мякиш внутри даже пшеничного хлеба, вам необходимо от 1 до 2 часов. Конечно, все зависит от веса тестовой заготовки. Чем больше вес, тем больше времени. А если мы говорим о ржаных сортах хлеба, то тут стабилизация может достигать и 8 часов. Опять же, все зависит от веса тестовой заготовки. Ошибка номер 6. Быстро значит лучше. Время подъема теста, то есть время расстойки теста, ключ к успеху. Одна из самых распространенных и серьезных ошибок начинающих пекарей – это спешка с окончательной расстойкой теста. Вы замесили тесто, прошли стадии отдыха, обминки, а также стадию окончательной расстойки. И вот окончательная расстойка – это тот процесс, в котором возникает до 90% брака готовых изделий. То есть, если вы провели неправильно окончательную расстойку, то ваша тестовая заготовка может черстветь раньше времени. Если вы провели неправильную окончательную расстойку, может получиться так, что объем тестовой заготовки существенно меньше, чем он мог быть. Если вы неправильно провели окончательную расстойку, мякиш самого изделия может существенно отличаться от правильного мякиша изделия. Окончательная расстойка может проходить как в условиях цеха, также в условиях шкафа окончательной расстойки, когда у вас есть специализированное оборудование, а также окончательная расстойка может проходить при низких температурах, то есть длительное холодное брожение. Все это технологии, по сути, похожие друг на друга, только они отличаются по времени. И самое длительное это будет окончательная расстойка при низких температурах, то есть в холодильной камере. О ней я делал отдельное видео. Если ваша тестовая заготовка поднялась недостаточно, хлеб будет плотным, жестким и в некоторых случаях даже при выпечке может остаться сырым внутри. Если тесто ваше бродило слишком долго, то оно может перебродить. И как следствие, уже когда вы будете само тесто класть в печь, вы получите меньший объем, а в некоторых случаях хлеб может опасть так, что будет просто лепешка. Важно запомнить, что тестовая заготовка визуально должна увеличиться в объеме в 2-2,5 раза. Но это достаточно сложно отследить, поэтому в технологическом процессе всегда используйте таймер и время, и всегда фиксируйте время. И от этого вы получите стабильный результат. Особенно это важно для такого
технологического процесса как окончательная расстойка. Ошибка номер 7. Дрожжи – это просто. Они все сами сделают. Многие начинающие пекари недооценивают, насколько важна работа с дрожжами. Это не просто порошок или гранулы, которые вы засыпаете и ждете результата. Это живые микроорганизмы, которые требуют правильных условий для работы. Почему я здесь говорю о дрожжах? Потому что даже если вы используете закваску, в большей степени в ряде заквасок преобладает дрожжевое брожение. Поэтому там тоже есть дрожжи. Понятно, что есть и молочно-кислое брожение, но в первую очередь вкус формирует дрожжевое брожение. И где и в закваске присутствуют дрожжи, и также если вы используете живые дрожжи или сухие инстантные дрожжи, то точно так же там присутствует дрожжевое брожение. Первая и основная ошибка в работе с дрожжами – это слишком горячая вода или жидкость, которую вы используете при замесе. Важно понимать, что тесто нагревается не только за счет жидкости, которую вы в него наливаете, но также тесто нагревается еще и за счет того, что вы его замешиваете. То есть механический процесс нагревает тесто. Когда происходит соединение всех ингредиентов, при брожении тесто также подогревается. Соответственно, когда вы воздействуете на тесто механическим путем, то происходит нагрев. Вы добавили чуть более теплую воду, нагрев теста также увеличивается. А когда вы еще добавили теплую воду, замешиваете механическим способом и, допустим, дозировка дрожжей еще чуть выше, то подогрев теста ускоряется в разы. И об этом стоит помнить. Если вы замешиваете стандартный вариант хлеба механическим путем в более или менее стандартных условиях цеха, там при температуре 24-25 градусов, то температура воды может и 10, и 15 градусов по Цельсию быть. Особенно это важно для механического замеса. Если ваши замесы слишком долгие, то есть у вас много влаги внутри самого теста, то тогда, конечно, температуру воды вам следует снижать, потому что более длительный замес точно так же будет подогревать тесто. И на каком-то этапе этот подогрев будет настолько интенсивный, что вы просто можете перегреть само тесто. Никогда не добавляйте воду в дрожжи заранее, потому что если вы, например, взвесили дрожжи и добавили туда воды, то уже процесс брожения пошел. И если вы ингредиенты, которые оставшиеся, будете взвешивать достаточно долго, то сами дрожжи могут попросту хуже работать уже, потому что часть их уже перебродит. Если вы используете особенно сырые дрожжи, да и с инстантными это тоже действительно, не сыпьте прямо на них соль, не сыпьте на них сахар, потому что это точно так же убивает их, прямой контакт. В лучшем варианте дрожжи должны взвешиваться отдельно и добавляться в тесте только тогда, когда вы уже соединили все ингредиенты и добавляете воду и добавляете дрожжи. Для того, чтобы дрожжи не соприкасались ни с каким другим ингредиентом. Иначе на вот этой поверхности, где дрожжи соприкасаются, процесс брожения по сути уже начнется. И если вы промедлите и будете делать длительно, взвешивать ингредиенты и так далее, то вы получите ненужный результат. Конечно, предварительно вы можете дрожжи активировать для некоторых рецептур. Это может быть опарный способ тестоведения, это могут быть простой вариант активации дрожжей. О нем и об этих процессах я делал отдельное видео. Про дрожжевое брожение я делал отдельные видео. Важно понимать, что в целом дрожжи любят сахар, но при больших дозировках это губительно для них. Поэтому количество дрожжей и то, какие дрожжи использовать, зависит от рецептуры. Самое важное, дрожжи еще требуют стабильной, понятной температуры. То есть нужно избегать резких перепадов температуры, потому что в этом случае они будут работать не так стабильно, как могли бы. Ошибка номер 8. Добавлю еще муки в тесто, оно будет крепче и, как следствие, будет лучший результат. Одна из самых частых ошибок – это перебор с мукой. Особенно это видно у новичков, которые боятся, что тесто будет слишком жидким или липким. Они начинают добавлять муку на глаз, и в итоге получается слишком плотное и жесткое тесто. То есть, когда уже у вас, например, тесто готово, и вы потом еще добавляете в него муки. Здесь важно помнить, что добавляя таким способом муку, та часть муки, которая
именно белок, она уже здесь полностью использована не будет. То есть, по сути, вы, добавляя муку в условно жидкое тесто, вы впитываете влагу вот этим крахмалом, то есть вот этой мукой, которую вы добавили, точнее крахмалом той муки, которую вы добавили, а белок, который есть в муке, не используется. Соответственно, лучше рассчитывать рецептуру таким образом и подбирать муку такого формата, чтобы, рассчитав рецептуру и замесив все, вы получите нужный вам результат. Важно понимать, каждый сорт муки по-разному впитывает влагу. И влажность в помещении тоже влияет на консистенцию. Поэтому универсального количества муки не бывает. Лучше ориентироваться на ту консистенцию теста, которую вы хотите получить. И, соответственно, на влажность теста. Конечно, могут быть незначительные отличия в количестве муки в рецептуре. Но если вы все правильно рассчитали и подобрали правильную муку, эти отличия будут вообще незначительными или их вообще не будет. То есть вы добавляете муку по рецепту, а тесто кажется липким. Лучше в этом случае работать с тестом, например, на поверхности обильно припыленной мукой, если это позволяет рецептура. В отдельных случаях можно работать с некоторыми видами теста на масле. Но, как правило, современное хлебопечение больше приветствует муку. Или даже, если тесто правильно замешанное, оно не будет прилипать к поверхности. Вы просто сможете работать с ним максимально просто, например, смочив руки водой. И все. И у вас уже будет все получаться. Поэтому, если у вас правильная мука, вы правильно провели технологию замеса, то проблем таких у вас не должно возникать. Потому что переизбыток муки в тесте снижает его влажность, и, соответственно, для некоторых сортов это очень критично. Например, для такого сорта хлеба, как чиабатта. То есть, если вы добавите больше муки, вы не получите нужные поры, то есть размер пор, и вы не получите именно тот сорт хлеба, который вы делали. Ошибка номер 9. Неправильное хранение теста и выпечки. Хранение теста и готовой выпечки – одна из тех деталей, которые часто забываются. Но эта деталь сильно влияет на качество результата. Если не соблюдать правила, то ваша выпечка может быстро испортиться, стать сухой или резиновой. В первую очередь начнем с теста. То есть технологический процесс приготовления хлеба начинается с замеса. После того, как вы все тесто уже замесили, этот процесс необратим. То есть дрожжи начинают работать, молочно-кислые бактерии или закваска начинает работать, и как следствие этот процесс необратим. Здесь вы можете контролировать температуру, в некоторых случаях влажность и время. И, соответственно, технологический процесс должен быть сделан таким образом, чтобы в конце, по итогу, вы получили правильный результат, то есть правильный хлеб, который объемный, полностью расстоянный и при этом соответствует вкусовым характеристикам изначально того сорта, который вы делали. Поэтому нужно четко соблюдать временные промежутки и температуру на всех технологических стадиях производства. Как я и говорил ранее, вы должны просто это зафиксировать и всегда соблюдать, делать одно и то же. И как следствие, с большей вероятностью у вас всегда получаться будет один и тот же результат. Что же касается готового хлеба, то здесь важно правильно его хранить. Понятно, что большая часть сортов хлеба хранится не так долго. Но если осуществлять правильное хранение на начальном этапе, то после остывания и во время остывания хлеб должен быть помещен таким образом, как правило, это решетки. На решетке, чтобы и дно этого хлеба проветривалось, и он полностью обдувался потоками для того, чтобы не было конденсата. Потому что этот конденсат точно так же может негативно влиять на хранение, и в первую очередь при таком конденсате может возникать плесень. Поэтому остывание тоже важный процесс. Лучше его проводить на решетках, то есть хорошо проветриваемых, для того, чтобы получить правильный и понятный результат. Понятно, после того, как хлеб полностью остыл, уже начинается процесс черствения. И здесь, если мы хотим его отсрочить или сделать более медленным, то здесь могут использоваться, понятно, закваска, она тоже влияет на это. Также на более медленный процесс черствения влияют ферменты, которые могут отдельно добавляться в сам хлеб. А также могут применяться комплексные улучшители. Но здесь это больше промышленная история, поэтому здесь
для домашнего варианта в этом нет необходимости. И, соответственно, правильное хранение. Может храниться в бумажном пакете, а может храниться бумажный пакет плюс пластиковый пакет. Ну и как следствие у этого разные будут временные промежутки хранения. Что же касается ржаных сортов хлеба, то они могут храниться достаточно долго. Но опять же, хранение лучше осуществлять бумага плюс пластиковый пакет. Либо может быть еще вариант, хлеб может храниться в хлебнице. Ошибка номер 10. Я просто хочу проверить. Частое открывание печи. Очень распространенная ошибка у новичков – желание постоянно заглядывать в печь во время выпечки. Понимаю, что вы хотите контролировать процесс, чтобы ничего не сгорело, чтобы контролировать результат, но на самом деле это одна из самых главных причин, почему ваша выпечка может не получиться. Когда вы открываете дверцу, входит холодный воздух, и температура внутри печи падает иногда даже на 20 градусов, может и более. Особенно это видно в небольших домашних печах. Это приводит к тому, что тесто перестает активно подниматься из-за потери температуры. Особенно это критично, когда мякиш внутри полностью не сформировался и корка не сформировалась. Кроме того, резкие перепады температуры могут вызывать образование трещин на корке. А в некоторых случаях даже опадание выпечки, особенно это касается таких историй, как, например, сдоба. Помните, что в первые 15-20 минут это самые важные для формирования структуры. Если вы будете часто открывать печь, то вы просто не дадите выпечке сформироваться. В первую очередь начните соблюдать одни и те же временные промежутки для выпечки одних и тех же изделий. В конце и практически в конце выпечки замеряйте температуру внутри тестовой заготовки термощупом. Она должна быть от 85 градусов и выше. Для каждого сорта это свое. Кроме того, например, сдоба на разных температурах, она может иметь разную консистенцию. Поэтому здесь уже вы должны подбирать под собственные рецептуры. То есть чем выше будет температура внутри сдобы, тем более сухой она будет. Чем ниже температура внутри сдобы, но при этом она испечена, тем более влажный укус у нее будет и тем более мягкая структура выпечки получится. Ошибка номер 11. Я сразу нарезал, пока горячая, то есть недостаточное охлаждение выпечки. Многие начинающие пекари не уделяют должное внимание охлаждению готовой выпечки. И это серьезная ошибка. Выпечка сразу после выхода из печи горячая, структура внутри еще полностью не сформировалась. Если нарезать ее слишком рано, мякиш будет липким, а выпечка может развалиться. Когда выпечка остывает, влага внутри перераспределяется. Готовый хлеб стабилизируется и текстура становится плотной и упругой. Если хлебу не дать полностью остыть, вы потеряете ту нежность и воздушность, к которой стремитесь. Запомните, хлебу желательно дать постоять минимум 1 час при комнатной температуре после выпечки. Иногда бывает такой процесс, что можно вынести для остывания в более холодную среду сам уже готовый хлеб. Но здесь лучше этого не делать, потому что корка может из-за высоких перепадов температуры потрескаться. Поэтому охлаждать выпечку, как я и сказал ранее, лучше всего на решетках в стандартных условиях цеха. Ошибка номер 12. Чем сильнее замешиваю тесто, тем лучше. Замес теста один из самых важных этапов выпечки. И тут новичков поджидает много ошибок. Некоторые думают, что если замешивать тесто дольше и сильнее, то оно получится идеальным. Но это не так. Если тесто замешивать слишком слабо, оно не набирает нужную структуру. Клейковина, то есть глютен в частности, не формируется. И в итоге выпечка будет рассыпчатой, рыхлой, без нужного объема. Это особенно заметно у хлеба и булочек. С другой стороны, если замешивать тесто слишком долго и интенсивно, тесто становится перегретым и будет как следствие разжижаться. Оптимальный замес — это когда тесто становится гладким, эластичным и немного липким на ощупь, но при этом хорошо держит форму и нужной температуры. Оптимальная температура в диапазоне от 24 до 26 градусов Цельсия. Важно чувствовать тесто. Оно должно легко отлипать от рук, практически не прилипать к поверхности. Здесь стоит заметить, что готовность теста мы можем проверять по глютеновому окну. То есть мы должны растянуть небольшой кусок теста и получить достаточно тонкий такой квадрат прозрачного теста. И чем больше вот этот квадрат, тем более эластичное это тесто получается. Но здесь уже важно понимать, что оно не должно быть перегретым, и при этом глютеновое окно должно полностью растягиваться.
но и не должно быть недогретым, потому что на температурах ниже 24 градусов Цельсия, особенно если замес длительный, может повышаться ферментная активность. И как следствие тесто будет более разжиженным. Поэтому нужные температуры – это залог успеха правильной консистенции теста. Ошибка номер 13. Поставлю печь на максимум, чтобы быстро испеклось. То есть неправильная температура. Многие думают, что высокая температура ускорит выпечку и сделает ее лучше. Но это большая ошибка. Если ваша печь слишком горячая, корка сгорит снаружи, а внутри тестовая заготовка останется сырой. Или наоборот, выпечка может сильно потрескаться, стать слишком жесткой. Слишком низкая температура тоже вредна. Тестовая заготовка будет долго печься, может пересохнуть и потерять объем. В результате получится либо сухой хлеб, либо слишком плотные булки. Идеальная температура зависит от вида выпечки и рецепта. Например, для хлеба обычно ставят печь на температуру 200-220 градусов Цельсия для пшеничных сортов хлеба. Для ржаных и ржано-пшеничных сортов хлеба, как правило, температура на 10-15 градусов выше. Всегда разогревайте печь заранее до температуры посадки и чуть-чуть выше, для того, чтобы в моменте, когда вы открыли дверь, лишняя температура ушла, и как следствие вы поставили тестовые заготовки в нужную температуру. Всегда проверяйте температуру перед тем, как поместить тестовые заготовки в печь. Главный секрет, почему тесто важно отдыхать. Вы уже узнали много ошибок от времени подъема, температуры, работы с дрожжами, замеса и хранения. Но есть один главный секрет. Всему тесту нужно отдыхать. Процесс отдыха, по сути, это такое сленговое выражение, потому что в большей степени в современном хлебопечении это называется ферментацией, или брожением. В процессе ферментации клейковина расслабляется, дрожжи работают более эффективно, улучшается структура и вкус теста. Отдых дает возможность всему тесту равномерно развиваться. Для некоторых сортов выпечки, особенно это касается сдобных изделий, отдых может быть очень коротким. То есть вот эта ферментация после замеса. Это может занимать 10-15 минут. Почему важно после замеса обязательно давать вот этот процесс ферментации? Потому что когда вы замешивали тесто, оно достаточно сильно напрягалось, скажем так. И структура его будет более плотной. Когда вы дадите ему вот эту ферментацию небольшую, 15, 20 или 30 минут, оно расслабится. То есть клейковина расслабится. И вам будет проще с ним работать. Вот этот процесс ферментации, он может быть достаточно длительным. После замеса, например, может быть небольшая обминка, а потом час теста стоять, потом опять обминка. Недавно я выпускал видео с рецептурами. Вот там процесс обминки, особенно там для чиабатты, например, он действительный. Или, например, для фокаччо тоже обминка бывает. В процессе обминки укрепляется клейковинный каркас, а в процессе вот этой ферментации, отдыха, этот клейковинный каркас, наоборот, расслабляется. То есть, вот применяя эти две технологии, то есть отдых, ферментацию и обминку, вы можете получить больший объем самой тестовой заготовки. То есть, обминка – это как дополнительный процесс замеса теста. И вы получаете другой результат, отличный от того, который был бы без обминок. То есть из одной и той же муки вы можете получить тесто объема X без обминок. С обминками вы можете получить X1,5, X2. То есть даже иногда в 2 раза больший объем. Поэтому не пренебрегайте именно обминкой. Особенно это касается тех видов теста, в которых большое содержание воды. Смотрите и другие видео на моем канале.